Я думаю, ни вселенная Гарри Поттера в общем, ни Хогвартс в частности не нуждаются в представлении, как и интерпретации последнего в Лего. Они начали выходить с самой первой линейки наборов и обновляются по сей день. Самые первые вариации, хоть и предоставляют мощный ностальгический вайб, в качестве потолочных моделей порадуют разве что своей раритетностью. Они были достаточно дырявыми, и лишь в общих чертах угадывался знаменитый замок на утесе. После долгого перерыва мы получали уже менее дырявые, но все же больше игровые постройки. Многое изменилось с выходом полноценного Хогвартса в масштабе минифигурок. С передней части нам открывается чуть ли не идеальнейший из выходивших на данный момент замков. Со всех сторон его обозреть не выйдет. Сзади он обрезан, открывая доступ к многочисленным комнатам и подземельям. Чуть позже вышла уменьшенная версия и занимает меньше места и охватывает больше территорий вокруг Хогвартса. А с недавнего времени датчане представили, по их словам, самый детализированный Хогвартс за все время. Я не стал вестись на громкие слова, но подаренный в свое время сарай с лодками приковал к себе внимание. А за ним возникло желание попробовать собрать все наборы с частями Хогвартса, чтобы объединить их и уже решить, а действительно ли это самая детализированная модель, или все же обычный современный игровой сет. И да, я знаю, что еще немало наборов планируется впереди, так что это промежуточное видео, где посмотрим на текущие наборы, на то, как они соединяются, а также обсудим, что ждет этот Хогвартс впереди. И начнем, собственно, с первого набора, который у меня появился. Лодочный сарай. Набор небольшой, но вмещает в себе немало интересного. Целых 5 минифигурок, например. Из них МакГонагал имеет шикарнейшие принты по всему телу. Да и целых 4 первокурсника, Невилл, Гарри, Гермиона и Дин, хоть и однообразные, но берут своим количеством. Забегу наперед, Гарри и Гермион будет еще очень много. Благо, не все из них одинаковые, но в основном такие же. Само здание выполнено отлично, особенно для такого масштаба, который идет только в плюс набору. Получилось продумать многие мелкие детали, и они не теряются на фоне общей постройки. Сарай стоит на небольшом каменистом берегу, который также подвергся детализации. Примерно такой же берег мы видели в деревне викингов. Внутри места немного, поместится пара весел и одна лодка. Куда помещаются остальные, определенно магия. В задней части можно увидеть пару штырьков. Как раз с помощью них и будет производиться соединение наборов. Самый главный плюс набора, по моему мнению, его самостоятельность. Даже отдельно от главного зала он отлично смотрится на полке. Предлагаю, кстати, сразу перейти к самому большому на данный момент кусочку Хогвартса. Собственно, главному залу. Через сарай по лестнице мы как раз попадем во внутренний двор, а из него в сам зал. В отличие от большинства выходивших ранее главных залов, здесь не пожалели деталей на горы. За счет этого и подземелья являются достаточно обширными. Да и сам зал смотрится куда больше. Здесь, в общем-то, стандартные черты. Множество одинаковых высоких окон, идущих друг за другом. Огромная скошенная крыша, башенки разных размеров, венчающие его. Самую примечательную башню еще предстоит только увидеть, но об этом позже. Внутри помещение также заполнено, да настолько, что имеющейся ширины как будто мало. Помещаются всего 2 стола факультетов из 4. А если мы добавим предметы из адвент-календаря, то его и вовсе недостаточно. Потолок, естественно, зачарован. Также можно увидеть несколько парящих свечей. В подземелье есть несколько мест под комнаты. По идее, мы можем менять наполнение между собой, выставляя разные комнаты. Это вроде и интересная фишка, но грустно, что нельзя выставить все и сразу. Уже имеющиеся наборы полностью забивают пространство. Если в будущем появятся еще места именно для подземелья, это все будет иметь куда больше смысла. В этом же наборе идет сразу 3 блока.
этакие небольшие поднаборы. Туалет для девочек, гостиная Пуффендуя и каменный коридор, где можно вывесить портреты. Туалет – самая детализированная из этих построек, так еще и практически полностью затайленная локация. Гостиная куда проще, а коридор так вообще больше заглушка, чем осмысленная постройка. Мини-фигурок в наборе порядочно. Здесь и редкая профессор нумерологии Вектор, и также нечастый профессор Квирл с сюрпризом, и возвращение тролля. Он получился на славу. С одной стороны, старый вариант с его дистрофическим видом был куда больше похож на показанного в фильме, и тканевая накидка смотрится немного выигрышнее. Но и текущий молд вполне неплох. Накидка теперь часть фигурки, но прокрашена и сделана очень качественно. Голова также прекрасна. Имеются и уши, и рельеф лица. Пишите, кстати, в комментариях, какая версия и почему вам нравится больше. А мы продолжаем. Несколько персонажей также редки, хоть и выглядят как массовка. Лиана, Дафни Гринграсс, Терри Бут. Еще имеются более известный призрак Толстый Монах, конечно же, троица главных героев и Альбус Дамблдор с потрясающими принтами из первой части и, насколько я могу судить, новой деталью прически, совмещенной со шляпой. Сразу можно затронуть адвент-календарь. Судя по инструкции, предлагается все его наполнение поместить в главный зал. А это аж 5 разных столов, 4 статуи животных факультетов, максимально на себя не похожих, несколько рождественских елок и, конечно же, фигурок. Само по себе все это наполнение совсем неплохо, но, как я уже упоминал выше, места вообще не хватает, так что затея максимально провальная. Но как вариант украшения главного зала на Рождество вполне неплохо, хотя придется все переставлять. Дальше можно пройтись по наборам, которые подразумевается помещать в этот, а именно кабинет зельеварения, дуэльный клуб и кабинет заклинаний. Начнем с первого. В разложенном виде очень масштабная конструкция. Несколько арочных проемов, множество полок с ингредиентами и парочка рабочих столов с котелками для учащихся. Из мини-фигурок главная звезда, конечно же, профессор Снейп. Множество принтов, строгий вид, недовольное лицо – все, что нужно для хорошей мини-фигурки. Ученики уже гораздо привычнее. Гермиона, Симус с отличным вторым выражением лица и Пенси Паркинсон. Дуэльный клуб уже куда меньше и скучнее. Постройка максимально примитивная, хоть и с немалым количеством принтованных деталей и целой функции – подбрасыванием оппонента. Брать его стоит только ради минифигурки Локонса. Он здесь и уникальный, и больше нигде не встречается, в отличие от остальных трех. Еще из интересного, новый вариант палочек встречается мало где, а здесь имеются еще и запасные. Последний, кабинет заклинаний, вполне неплохой, еще и с нечастым профессором Флитвиком набор, но не слишком обязательный. Как я уже говорил, место внутри имеющихся каркасов забито, а видеть в сложном состоянии мы будем только дверь. Классно, что ее можно открыть и заглянуть внутрь, но не более. Ну и супер дефолтные Рон и Гермиона, куда же без них. Крепитесь, осталось всего 3 набора. А пока можете поставить лайк и подписаться на канал. Это очень поможет в его росте и замотивирует автора на новые ролики. Заранее спасибо. Оставшиеся наборы уже не присоединяются напрямую к главному залу, а находятся отдельно. Первый из них – хижина Хагрида, наверное, самый удаленный из них, но не менее важный. Хижин Хагрида выходило немалое количество, и данный вариант, как по мне, самый удачный. Здесь и вся троица в уникальной одежде, и Хагрид в переднике, готовящийся к вылуплению Норберта, да и сам Норберт собственной персоной, новым молдом, кстати, как и Клык. В наборе еще идет Малфой, но он самый стандартный. Хижина может раскладываться пополам, отображая не самое богатое, но все же убранство Хагрида. Здесь очень много элементов, которые в сумме создают нужную картину немного захламленного, но по-своему уютного дома полувеликана. Уроки полета, 2 башенки, одна побольше, одна поменьше, и стены, окружающие внешний двор Хогвартса.
В будущем этот блок будет соединяться с основной частью, но пока также стоит отдельно. Неплохо сделано каменное основание в таком же стиле, как и большой зал. Из интересных решений крепление для прозрачных деталей, на которые устанавливаем минифигурки на метлах. Даже имеется небольшая функция с полетом. Внутри немного интереснее. В эти две башни уместилось целых 4 помещения. Причем 2 из них модульные, куда можно поместить еще и, например, эти наборы. Про логичность и необходимость этого я уже упоминал. Имеющиеся помещения полностью отражают суть набора. Здесь кладовка с инвентарем для квиддича. Выше кабинет трансфигурации. В маленькой же башенке снизу школьные награды. И самое непонятное для меня помещение с маленьким столом. По фигуркам, помимо уже поднадоевших Гарри и Драко, у нас имеются Невилл с напоминалкой, Оливер Вуд в тренировочной одежде, профессор МакГонагал в куда менее шикарном, нежели лодочном сарае наряде, и, естественно, мадам Трюк. Самая интересная и проработанная фигурка в наборе. Последний из вышедших наборов – Совятня. На данный момент самый оторванный от замка по тематике. Здесь у нас и персонажи из 4 части, и время года зима, в отличие от всех остальных. Так что в случае выставления рядом следует запастись кучей деталей на замену. И да, Совятня никак не соединяется с замком. Что, в общем-то, правильно, это отдельное здание. Набор очень высокий и объемный, особенно для 364 деталей. По внешней проработке это один из моих фаворитов. Скругленная башня с множеством то тут, то там выступающих элементов и величественным куполом. Внутри все немного грустнее. Кроме первого этажа с филиалом зоомагазина для сов, у нас есть только сами совы и несколько писем. Зато сов действительно много. Аж 5 штук. И еще одна статуя. Да и все 3 фигурки уникальные. Гарри в зимней одежде, Джоу и Филч. Куда потерялась миссис Норрис, непонятно. Что же по итогу? Общий вид пока оценить сложно. Практически все занимает один набор, который выглядит отлично, но он пока один. Тот же сарай шикарен, но теряется немного на его фоне. А все маленькие наборы скрыты внутри. Это не является плохо само по себе, потому что сзади они выглядят потрясно. Все это сочетание закрытых или открытых дверей придает какой-то объемности замку. Но именно внешний вид, как по мне, раскроется при выходе будущих наборов. Следующее крупное расширение, которое уже показали, главная башня, которая напрямую присоединяется к большому залу. И уже с ней он смотрится куда целостнее и величественнее. На данный же момент модульная система с комнатами работает, но криво. Вот это нам действительно некуда вставить. По дизайну набор лучше предыдущих игровых, но не на уровне модульников. Предлагаю вернуться к замку в конце этого года, когда выйдет еще несколько расширений, и взглянуть на, видимо, все еще промежуточный вариант. А сейчас спасибо вам за просмотр. Не забудьте про лайки и подписку. Пока и удачи!